Привет, пацаны и девочки, с вами Тага, вы на канале Про Стерео, это очередной Про Щит. Сегодня у нас интересный пульт, это наш новый подопытный экземпляр, про который, скорее всего, будет снято нами не один выпуск, потому что в нем есть где покопаться. Это очень интересный пульт с точки зрения именно какого-то ковыряния в ручках, в настройках, в процессинге эффектов. И есть целая категория продюсеров, которые покупают себе этот пульт для того, чтобы использовать его эффекты, которые у него очень крутые. У него очень много особенностей, о которых мы поговорим сегодня в выпуске. У нас на столе Alenhit Xon DB4. Oh my god. Первое, о чем написано на коробке, когда мы ее берем в руки, FX Quad, то есть это четырехъядерный процессор эффектов. Что это значит? Tell me about this. Taga. Это значит, что на каждый канал у этого зверька свой процессор эффектов. То есть вы можете настраивать каждый канал абсолютно уникально. Там прям совсем. Совсем. Фильтрация, различного рода режимы эффектов. И это, грубо говоря, та же самая платформа, на которой сделан DB2. Но у DB2 два процессора эффектов, и вы выбираете, какой из них будет работать на какой-то конкретный канал. А здесь у каждого канала такой же процессор эффектов, плюс к этому сделан такой режим, как Roll, который регулируется по секции ритма, что может совмещать, очень интересные сочетания звуков между собой. И помимо этого, отдельное управление фильтрами, что делает этот процессор и этот пульт уникальными с точки зрения именно симбиоза, всего, что вы можете с ним вообще сотворять. Давайте разберем детально, что же все-таки в нем такого есть. И первое, что вы хотите знать, что-то очень много всего. Да, опять стандартное для новой линейки Alenhit расположение ручек, те же самые потенциометры, которые интересно крутятся. И здесь на каждом канале у эквалайзера есть режим изолятора. То есть вы можете выбрать три режима: стандартный, изолятор или режим классического EQ. Также есть резонанс, то есть вы можете выбрать фильтр и использовать резонанс, если вы опустите вот этот вот тумблер вниз. Селектор входов, аналог USB Digital, вы выбираете то, что будет звучать, и получается, что вы работаете с эквалайзером именно в верхней части пульта. Это тоже нестандартно, то есть во всех смыслах это пульт нестандартный. И поэтому Alenhit отличаются от других вообще в принципе. Нет, ты не такой, как все. Потому что совершенно иной подход к визуалу и тактильным ощущениям от техники. Если все остальные бренды, кроме эксклюзивных, являются плюс-минус тактильно одинаковыми, за исключением расположения там ручки подальше, ручки поближе, потолще, потоньше, то здесь прямо другое видение расположения органов управления. На каждом канале, еще раз, сначала селектор входов, аналог USB Digital, дальше эквалайзер, выполненный вот в такой форме, регулировка Trim, либо Gain, как хотите называйте, потом идет секция эффектов. Дальше здесь есть на каждом канале эффект Roll, который включается просто нажатием вот этой вот кнопки. И есть же вы выбираете ритмические особенности исполнения этого эффекта. Давайте посмотрим, как это работает, чтобы сразу получить, что мы хотим. Запускаем трек, нажимаем Roll. И вы можете сочетать это, например, с реверберацией. Для того, чтобы включить эффект, вам нужно нажать вот на эту кнопку Channel FX On. Также вы можете выбирать эффекты, как это было там. Смотрите, сколько эффектов только по одному ревербератору. Вращаем мы ручкой выбора. То есть это все количество эффектов только на один ревер. Дальше дилей. Например, выберем вот этот. И этой же ручкой мы можем вращать ритмические доли. Например, модуляцию. Select выбирает
Теперь фильтр. Фильтр здесь включается, ну, тут есть прослушка. Фильтр выбирается либо фильтр 2, либо фильтр 1. Здесь есть два фильтра, и вы можете настраивать их по-разному, как вы хотите. High-pass фильтр, средний частотный фильтр и low-pass фильтр. Вы можете выбрать любой, но для этого нам нужно активировать его. То есть вы должны сделать вот так. Например, фильтр 1. После чего фильтр начинает работать. Лампочка фильтра также должна быть включена. И вы можете, например, выстроить фильтр, какой вам нравится, и после этого нажимать на кнопку, и у вас получается эффект, который вы заранее продумали. Также вы можете включать эффекты каждого канала, выключать их. То есть, допустим, вы накрутили какой-то эффект. И вот так вот с ним работать. Здесь есть экран, который показывает наличие каждого процессора эффектов. Ну, то есть, например, мы включаем и видим, что он активируется. То есть, так или иначе, мы можем вызывать на этот экран тот процессор эффектов того канала, который нам нужен. То есть, как бы его выделять и выбирать любой понравившийся нам эффект на тот канал, на котором мы хотим видеть этот эффект. И вот именно этого нет ни на одном пульте, который из обычных диджейских нам доступны. То есть это прямо машина для творчества, которая поможет вам, скажем так, поиграться с искажением звука, с наложением, с миксингом. Ну, то есть вообще интересный пульт. В нижней правой части управления наушниками с возможностью маленького джека и большого, и управление кривой фейдеров, то есть вот этих конкретно фейдеров, и управление X-Fade каналом, то есть это конкретно кроссфейдер. Ну, будет он для скретча или будет для простого миксинга. Однако, сразу скажу, что этот пульт точно не для скретча. Просто это, видимо, какая-то дань от производителя диджей-культуре, что раз это диджейский пульт, то он обязательно должен быть с кроссфейдером. Хотя на моем Rane 2015 кроссфейдера вообще нет. И мне очень часто задают вопрос, а где здесь кроссфейдер? Я говорю снизу. Хотите, можете его потрогать. Ах ты ж охуеть! Да у нас тут, похоже, какой-то шутник! Смысл такой, что каждый из вас, когда покупает пульт, должен понимать, что у каждого пульта есть своя задача. И конкретно у этого пульта задача создавать различные шумы, звуки, какие-то прикольные вещи, то есть экспериментировать со звуком. И если вы тот человек, который любит посидеть и долго, много часов поработать именно с наложением, с сочетанием звуков, там, с петлями, с 3-4 каналами, то этот пульт точно для вас. Этот пульт точно не для тех людей, которые занимаются, допустим, мышапами или ремиксами, то есть там, где требуется просто включить 2 известные песни. Это пульт для креативных людей, и наличие 4 процессоров эффектов об этом говорит. Давайте посмотрим, что у него сзади, чтобы точно понимать, подходит ли он под ваши задачи или нет. Здесь классический main-out в виде формата XLR, здесь rec-out в виде RCA, мониторная линия через большие джеки, дальше идет стандартный аналоговый вход через обычные RCA и возможностью только на 2 канала из 4 подключать виниловые деки, на 2 и на 3. То есть все точно так же, как на DB2, но с одним очень маленьким отклонением. Здесь помимо есть цифровой вход, который позволяет подключать через цифру мультимедиа деки, такие как, например, сейчас стоит на моем столе. Вы можете точно так же подключать фейдер старт канал. Это старая технология, которая практически себя изжила, но тем не менее пользоваться этим, скорее всего, вы реально не будете. Помимо этого X-Link и USB 2.0, что говорит о том, что здесь есть карточка и выход для цифрового рекордера. Достаточно лаконичное подключение, так же как и в случае DB2, это устройство не дает подключить внешний процессор эффектов, то есть посыла возврата нет. Расчет идет на то, что вы в принципе подключаетесь здесь просто деками, какими-то синтезаторами, ну, источниками звука, и рулите все исключительно процессором эффектов, который здесь внутри. Alinhit считает, что того процессора эффектов с тем набором эффектов, которого здесь просто выше крыши за глаза, ну то есть реально ни на одном диджейском пульте нет такого набора эффектов, как здесь.
и они все качественные, то есть они реально круто звучат, вы можете регулировать панораму, срезы, то есть те вещи, которые обычно не позволяют регулировать другие бренды на своих диджей-устройствах. То есть и вот вам дали эффект, например, и пользуйтесь им только одной ручкой драйв-вет. Здесь вы можете регулировать абсолютно каждый параметр. Помимо этого, навернули все это дело роллом, навернули возможностью переключать между 3 режимами эквалайзер, и все это дело подпитали хорошим фильтром. Это невероятная машина по изменению звука, и поэтому производитель считает, что как бы внешний процессор эффектов излишен. Потому что так надо. Я бы, наверное, поспорил с ними, потому что все-таки, если вы хотите делать какой-то совсем навороченный саунд, то и внешний процессор для экспериментов даже, взяв какую-нибудь классную педальку, можно было бы интересно поиграться и позаморачиваться. Но даже с таким арсеналом этот пульт хорош, качественный. Металлический корпус, то есть все ручки идеальны. Вы очень четко чувствуете, как вы заводите эффект, как вы крутите эквалайзер. Все работает от и до, по-настоящему дорого и прямо вот, ну, вау. То есть вот этот пульт для тех людей, кто ценит свое время в студии. Не с точки зрения минимального времяпрепровождения в ней, а с точки зрения максимального задротства, простите за это слово, работы со звуком, когда вы хотите, ну, прямо поизвращаться. И говоря грубо, этот пульт для извращенцев, в хорошем смысле музыкального слова. Ну, а если вы считаете, что про этот пульт чего-то не было сказано, пишите об этом в комментариях, либо задайте по нему вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Потому что пульты Alenhit — это особая философия и особое отношение к звуку. Каждый из вас должен понимать, что, выбирая Alenhit, вы выбираете в первую очередь звук, вы выбираете в первую очередь возможность его моделировать так, как вы хотите в рамках интересного саунда. По-другому эти пульты описывать нельзя, потому что это не клубный стандарт, и как бы и стандарта-то нет. Это та штука, которая должна где-то стоять или там, где вы выступаете и музицируете, именно создаете звук такой, какой вы хотите. Видите в диджеинге смысл крутить максимальное количество ручек, ЛФО, ну то есть вот все, что вас двигает, наверное, ближе в продакшн или в лайв-диджеинг, нежели в классическое сведение двух треков. Говоря проще, этот пульт уникален, он крут по звуку, он лаконичен и прост с точки зрения, если говорить о сложных эффектах студийного качества. Я имею в виду, допустим, это не какой-то там серьезный рэковый прибор, это реально диджейский пульт, но с возможностями некоторого студийного железа. То есть классная вещь, если вас зацепило количество функций и то, что он может, наверное, этот пульт для вас. Подумайте хорошо, потому что каждый из вас, выбирая себе железку, должен думать, что он хочет делать со звуком. Ну а для тех из вас, кто еще не подписался на наш канал, сделайте это прямо сейчас, поставьте лайк, колокольчик. Ну и пишите в комментариях, какие бы выпуски, какие обзоры вы хотели бы на нашем канале видеть еще. С вами был Тага от школы Про Стерео. Увидимся в следующих сериях.